Привет, друзья! Сегодня в Германии сразу несколько новостей, которые вызывают бурные споры и могут напрямую повлиять на будущее страны. Почему легендарный концерн BMW снова показывает падение прибыли и что это говорит о будущем немецкого автопрома? Зачем бывшему канцлеру Олафу Шольцу увеличивают штат сотрудников и почему это решение возмутило многих? Что на самом деле скрывает цифры о рабочем времени и правда ли, что немцы работают меньше всех? Почему Бундесвер меняет форму и технику на новый камуфляж? И что принесет новая торговая сделка Европы и Соединенных Штатов Америки, которая может изменить рынок энергии на годы вперед? Все эти события складываются в очень интересную картину. Давайте разберем их по порядку и посмотрим, как они связаны между собой. Если вам интересны такие обзоры о событиях в Германии и Европе, можно подписаться прямо сейчас, тогда новые выпуски будут появляться у вас в ленте без пропусков. Итак, я вам уже рассказывал за завод Mercedes и как на нем обстоят дела. И вот, появилась последняя информация, что автомобильный концерн BMW столкнулся с серьезным падением прибыли. В 2024 году чистая прибыль после налогообложения составила примерно 7,7 миллиарда евро. Это, внимание, на 37% меньше, чем годом ранее. И уже второй год подряд наблюдается значительное снижение прибыли. Одновременно доходы компании рухнули на 8,4% до 142 миллиардов евро. Среди главных факторов это слабый спрос в Китае и проблемы с тормозной системой от поставщика Continental, из-за которой пришлось остановить или отозвать примерно 1,5 миллиона автомобилей. BMW не единственная пострадавшая компания, другие крупные бренды немецкой автомобильной отрасли также зафиксировали значительные потери. Ответом на эти вызовы для группы стал оптимизм. Руководство ожидает, что в 2025 году спрос перевесит и доходы вырастут. BMW прогнозирует, что прибыль до налогообложения окажется на уровне показателей 2024 года, хотя прогноз по чистым доходам не уточнен. Такой результат уже третий подряд негативный период в первом полугодии. Несмотря на сложности, компания сохраняет все-таки оптимизм, как я сказал, в отношении будущих продаж и постепенно адаптирует бизнес-модель к изменяющимся условиям рынка. А теперь новость о том, что редко попадает в широкие обзоры. Бывший канцлер Олаф Шольц, социал-демократическая партия Германии, получил штат из 8 сотрудников в своем постканцлерском бюро. Согласно плану федерального правительства, именно столько человек будут поддерживать его в работе после окончания срока полномочий. Такие кадровые решения противоречат, кстати, решению 2019 года. Тогда было согласовано, что у экс-канцлера будет максимум 5 штатных сотрудников, 1 руководитель, 2 советника, 1 ассистент и 1 водитель. Тем не менее, сейчас планируется расширить штат до 8 человек. Новые должности включают, в частности, позиции в высоких группах оплаты до около 11 370 евро в месяц по группе B6 и около 9600 евро по группе B3. Это вызвало критику. Главный налоговый омбудсмен заявил, что решение противоречит заявлению о необходимости сокращения госрасходов и нарушает обещание не наращивать персонал. Председатель правительства объяснил такой шаг необходимостью учитывать дальнейшую деятельность Олафа Шольца по вопросам, которые были ключевыми во время его канцлерства. По его словам, это центральная тема его работы и требует соответствующей поддержки. В дополнение к этому правительство планирует создать в общей сложности, внимание, 208 новых должностей в государственном аппарате, в том числе 150 из них предназначены для недавнего созданного Министерства цифровизации. Эти новые позиции будут профинансированы сокращениями или неиспользованными штатами в других ведомствах. Критики отмечают, что расширение постканцлерского бюро Олафа Шольца может снизить доверие к парламентскому контролю, так как нарушает ранее установленные правила и создает впечатление неэффективного использования средств. Дальше новость о том, что меняет абсолютно все мировоззрение. Итак, представление о том, что жители Германии работают крайне мало, основано на недостоверном сравнении. На самом деле общее рабочее время достигло рекордного уровня. Например, в 2023 году в стране было выполнено около 61,4 миллиарда часов работы. Это наивысший показатель в истории, несмотря на незначительное снижение к 2024 году. И это все еще превышает результаты 20-летней давности, когда он составлял примерно 56 миллиардов часов.
Хотя средняя продолжительность рабочего времени на человека остается сравнительно низкой, около 1332 часов в год, кстати, одна из самых маленьких среди развитых стран, сама идея использовать эту цифру как аргумент о ленивости мало говорит о реальном положении дел. Интернациональное сравнение затруднено из-за несовместимости методик подсчета и разных форм учета выполнения рабочего объема. Несмотря на скептицизм в отношениях увеличения продолжительности работы в последние годы, многие люди остро нуждаются в возможности больше работать, особенно женщины в частичной занятости, которые часто готовы увеличивать часы при условии достаточной организации системы ухода за детьми или гибкого графика. Автор статьи подчеркивает, долгосрочное решение проблемы требует от правительства и компаний сосредоточиться не на увеличении рабочего времени, а на создании условий, при которых желающие могут работать больше, а производительность повышается за счет технологий, гибкости и инвестиций в сотрудников. Таким образом, несмотря на заявление о том, что в стране работает слишком мало, данные говорят о противоположном. Больше работают не отдельные люди, а вся нация, как сумма часов коллективной активности, и политика должна учитывать это при формировании экономических прогнозов и кадровых стратегий. Дальше новость правопорядка в Германии. В 2024 году полиция Тюрингии отправила почти 14 600 так называемых тихих СМС для определения местоположения подозреваемых. Техника использовалась в 99 уголовных делах, как следует из ответа Министерства внутренних дел на запрос фракции левой партии. Такие СМС не отображаются на экране телефона и не издают звуковых сигналов, но при получении автоматически передается информация о текущей сотовой ячейке. Таким образом, сотрудники полиции могут достаточно точно определить расположение устройства и человека, который им пользовался. Наиболее часто метод применяется в расследованиях, связанных с наркотиками, крупными мошенничествами и серьезным воровством. Сообщения были отправлены 132 адресатам, причем один человек оказался зарегистрирован под несколькими номерами телефона. Также технику использовало и ведомство по защите Конституции Тюрингии, но намного реже, около 500 отправлений, касающихся 3 человек. Правовой базой для применения таких тихих СМС является Уголовно-процессуальный кодекс. Этот инструмент разрешен при расследовании преступлений значительной тяжести, включая государственную измену, убийство, отмывание денег, коррупцию и налоговое мошенничество. Расходы по рассылке покрываются за счет нас с вами, то есть бюджета земли. Полиция потратила около 19 тысяч евро, а ведомство защиты Конституции около 3700 евро. Трудовые затраты в эти цифры, кстати, не входят. А дальше новость об изменениях в военной сфере Германии. Бундесвер планирует полностью перейти на новый тип камуфляжа. Об этом сообщает Евроньюз со ссылкой на профильные источники. Этот принт ранее использовали исключительно силы специального назначения. Однако с 2026 года он станет рекомендованным для всей армии Германии. А к 2028-2029 годам на него будут переведена вся сухопутная техника и обмундирование. Решение основано на выводах специалистов из военного института. Исследование показало, что такой принт не является идеальным во всех условиях, но обеспечивает приемлемую базовую маскировку в широком спектре сред, особенно в городских зонах, где старый пятицветный камуфляж уступает по эффективности. Также обсуждались вопросы безопасности. Использование единого принта для всех подразделений уменьшает визуальное различие между спецподразделениями и остальными частями, затруднив тем самым идентификацию противнику. Согласно планам, первые части уже начнут получать новые комплектующие в 2026 году, а полная комплектация будет завершена к 2029 году. Переход на такой принт включает не только боевую форму, но и дневную полевую одежду. Обсуждается также закупка комплектов в новых принтах при модернизации униформы. Таким образом, армия стремится к единому унифицированному камуфляжному решению, сочетающему приемлемую адаптивность к разным условиям и повышению оперативной безопасности. А теперь самая обговариваемая новость и ее последствия для экономики всей Европы.
В рамках недавнего достигнутого торгового соглашения между Европейским Союзом и администрацией Дональда Трампа Европейский Союз выразил намерение в течение 3 лет импортировать энергетические продукты на сумму, внимания, около 750 миллиардов долларов, то есть примерно 250 миллиардов долларов ежегодно. Однако многие эксперты сомневаются в реальности выполнения этого обязательства. В 2024 году импорт с Соединенными Штатами Америки составил около 75-78 миллиардов долларов, что означает, что для выполнения плана необходимо более чем утроить объемы поставок в краткие сроки. Аналитики указывают на несколько ограничений: недостаточная мощности терминалов СПГ, логические барьеры и то, что закупки преимущественно осуществляются частными компаниями, а не централизованными органами Европейского Союза. Эксперты считают, что такие обещания могут привести к пересмотру соглашения в случае, если обязательства не будут выполнены. Таким образом, хотя соглашение с юридической точки зрения остановило повышение импортных тарифов с 10 до 15%, предложенные количественные энергетические обязательства вызывают серьезные опасения из-за своей нереалистичности и отсутствия механизма обеспечения. Это может оказаться способом политической декларации без практической силы. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.